слушать. Что касается Центральной Азии, действительно мы сейчас живем в достаточно динамичном мире, происходят активные геополитические изменения, которые на первый взгляд незаметные. Но начиная с 92 года у нас идут активное становление государственности. И процесс этот, если взять пример Таджикистана, то она совпала с гражданской войной, межтаджикским конфликтом, который длился 5 лет. И, конечно, это несколько замер становления государственности. В этот же период происходила интеграция в глобальные региональные организации, в Организацию Объединенных Наций, создавались основы других международных организаций, финансовые институты интегрировались, и в Центральной Азии создавала своя система безопасности, Организация договора коллективной безопасности. А Таджикистан оказалась, в тот же период создавал Содружество независимых государств. И Таджикистан оказался, как всегда, в общем-то, внешними границами СНГ. Таджикистану приходилось, как континентальному государству, обустраивать свои границы. И, конечно, со всеми государствами, которые возникали, новые граничил Таджикистан, были неопределенные границы, которые необходимо было решать, пограничные проблемы. Таджикско-китайскую границу решали коллективно государства Россия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, те, которые имели общие границы с Казахстаном, вернее, с Китаем. А вот с Киргизстаном и Узбекистаном они достаточно длительное время решались эти спорные вопросы. Особенно это касается такой конфликтной Ферганской долины, разделенной на 3 государства. И до сих пор у нас идут рабочие процессы по урегулированию пограничных проблем таджикско-кыргызских границ. А вот с Узбекистаном успешно решены в 2018 году. Это прецедент в истории дипломатии, когда очень острые пограничные проблемы были решены мирно, к обоюдному согласию, после которого Таджикистан и Узбекистан заключили стратегическое партнерство. И в 2022 году стали союзниками. То есть это важный момент в истории Центральной Азии. Кроме того, у нас в этот же период, к началу 2000 года, государства Центральной Азии уже как бы заложили основу своей государственности и уже стали определять свои национальные интересы. И в 2002 году Таджикистан объявил, что во внешней политике будет руководствоваться своими национальными интересами. И была принята в начале 2000-х годов своя концепция внешней политики, где приоритетом обозначили постсоветскую Центральную Азию, а потом СНГ. И далее уже и внешние акторы. Но если взять современную ситуацию, то стратегическими союзниками Таджикистана является это Россия, и в то же время является стратегическим партнером. Стратегическое партнерство установлено с Казахстаном и другими государствами, Китаем. Следует сказать, что на консолидированную позицию центральноазиатских государств Генеральная ассамблея ООН в конце июня 2018 года приняла резолюцию «Укрепление регионального международного сотрудничества по обеспечению мира, стабильности и устойчивого развития в Центральноазиатском регионе», разработанную по инициативе Узбекистана совместно с Таджикистаном и другими соседними государствами Центральной Азии, в которой впервые была зафиксирована консолидированная позиция всех 5 государств Центральной Азии по основным проблемам региона и отражена многосторонняя политика устойчивого регионального развития. Глобальные водные инициативы Таджикистана были поддержаны всеми центральноазиатскими государствами, что свидетельствует не только об общем видении стран проблем гидроресурсов в 21 веке, но и об упрочении позиции нового государства в мировом сообществе. 22 марта 2018 года в ООН был дан старт начало международного десятилетия «Действий вода для устойчивого развития 2018-2028 годы». А совсем недавно, 22 марта, президент Таджикистана выступил на исторической второй конференции ООН по среднесрочному всеобъемлющему обзору целей международного десятилетия «Действий вода для устойчивого развития 2018-2028 годы». То есть
То есть все эти инициативы на глобальном уровне свидетельствуют о признании новых государств Центральной Азии на глобальном уровне, на региональном, и о роли, которую уже играют новые государства Центральной с момента становления. Сейчас в Центральной Азии, учитывая возникшие новые вызовы после пандемии и связанные с трансформацией мировой системы международных отношений, а также актуальным проблемам афганского фактора и традиционных, нетрадиционных угроз, которые мешают устойчивому развитию центральноазиатских государств, формируются новые форматы сотрудничества. Но прежде всего следует отметить формат центральноазиатской пятерки, которую призвана решать чисто региональные проблемы. Плюс ко всему, консолидированное сотрудничество интеграции Южной и Центральной Азии. Инициатива Узбекистана, подхваченная другими государствами Центральной Азии, то есть строительство коммуникации. Но единственным препятствием, конечно, наиболее кратчайший путь был бы через Афганистан, но нестабильный Афганистан как раз мешает решению этих вопросов. Но есть альтернативные возможности. Например, мы сейчас активно ведем переговоры, и уже есть практика использования портов Туркмении, Казахстана, Актау и Туркменбаши, а там через Иран и дальше транзитом к южным морям. Это в Тиранском порте Чабахар, в Индии, Пакистан. То есть уже есть такая меридиональная связь Южной Азии, то, чего мы добивались долгий исторический период. И, конечно, у нас есть, пожалуй, Таджикистан единственная страна, которая изначально выработала свою программу сопряжения с китайской инициативой «Один пояс, один путь». И эта программа, она начала реализоваться, потому что она сопряжена именно со стратегией развития Таджикистана до 2030 года. То есть инвестиции, которые идут по этой программе, они помогают реализации национальной стратегии развития. И китайские коллеги, мы с китайскими коллегами обсуждали до недавнего времени, а как мы будем, например, Евразийский экономический союз, как же будет сопрягаться Евразийский экономический союз и инициатива «Один пояс, один путь», потому что до сих пор не выработаны механизмы реализации вот этой инициативы. Продекларировано, но какие они должны быть, какого должно быть это сопряжение. И, на мой взгляд, это должны быть, но поскольку Таджикистан не является членом Евразийского экономического союза, поскольку с 2015 года Таджикистан изучает этот процесс на примере Кыргызстана и Армении, то плюсы и минусы, то вот двум государствам Центральной Азии, Казахстану и Кыргызстану, и другим государствам Евразийского экономического союза нужны общие проекты совместно с китайскими инициативами. И сопряжение это необходимо именно реализация общих проектов по этой инициативе. Ну, вот на мой взгляд. Да. Гузель Мадиновна, большое спасибо, но я хотела бы отдельно отметить, что вообще тема вот этого так называемого коридора север-юг, она вообще в последнее время является очень актуальной, то есть практически ни одна международная конференция не обходится без ее обсуждения, потому что, конечно, уже давно, много лет все говорят, да, про дорогу, так сказать, с востока на запад, и вообще, так сказать, традиционно обсуждалось именно это, в то время как сейчас очень много интересов региональных игроков и международных сосредоточено вот на вот этой потенциальной линии север-юг. И мы, может, еще обсудим вот когда второй раунд. Да, и мы заинтересованы в том, чтобы вот север-юг, он задействован в наших национальных интересах, и строительство канала, Каспийское море, и через Иран, допустим, к Персидскому морю. Так что это отвечает интересам всех центральноазиатских государств. Отдельные коммуникации, новые коммуникации, они дают нам возможность более сплоченно работать в 21 веке. Да. Спасибо большое. Ну,